Всем привет! Недавно я купила вот такую специальную муку для пиццы от фирмы Garnets. Здесь в составе смеси разных видов муки и ароматные травы. Сегодня я хочу снять обзор на эту муку, расскажу, сколько стоит, из чего она состоит, как она выглядит. И, конечно же, вместе приготовим из нее пиццу, вместе попробуем. Стоит эта мука недешево, 100 рублей за 500 грамм. Посмотрим, что же обещает производитель. С помощью этой смеси вы получите настоящее тесто для пиццы, хрустящее, ароматное. В ее состав входит мука дурум, то есть мука из твердой стекловидной пшеницы. Она придает тесту особую структуру и вкус. Пицца, которую вы приготовите, будет настоящим сюрпризом для любителей истинной итальянской кухни. Ниже мы видим состав и рецепт. Рецепт, кстати, очень удачный. Можете поставить на паузу, записать или заскриншотить. Данный рецепт подойдет не только для этой муки, а для любой другой тоже. Сзади на упаковке приводятся рецепты двух видов пиццы, ну а мы сегодня будем готовить пиццу с сыром и грибами. В сухом виде данная мука отличается от привычной нам муки цветом, она более такая желтовато-бежеватая, а также помолом. Помол по ощущению у нее немножко более грубый. Плюс в самой муке содержится травка орегано. Приготовим тесто. В 250 грамм муки я всыпаю пол чайной ложки морской соли и хорошо перемешиваю. В 150 мл теплой воды растворяю 5 грамм свежих дрожжей и 1 чайную ложку сахара. Хорошо перемешиваю. В мучную смесь вливаю воду с сахаром и дрожжами и добавляю 1 столовую ложку оливкового масла. Замешиваю тесто. Вот такое тесто в итоге получилось, оно немного отличается от теста из обычной муки. Оно очень хорошо собралось в комочек, видно, что в данной муке много клейковины. Тесто получилось мягкое и чуть более эластичное, чем обычное, из обычной муки, и совсем не липнет к рукам. Вот, я накрыла тесто пленочкой, убрала на 40 минут, чтобы тесто подошло, и теперь будем формировать лепешку. При растягивании также я заметила разницу с обычной мукой, да, что эта лепешка, она намного проще растягивается, и заметьте, обратно она не стягивается. Я имею в виду то, что лепешка не сжимается после растягивания, как иногда это бывает с тестом. Теперь делаю проколы по всей поверхности. Диаметр моей пиццы получился 35 сантиметров. Теперь наношу соус для пиццы. Далее сыр моцарелла и тонко порезанные сырые шампиньоны. Отправляем в пиццу, разогретую до 250 градусов, в духовку на 10 минут. И вот такая красота в итоге получилась. Резюмируя, я могу сказать, что данная мука мне понравилась. Тесто действительно получилось очень вкусное, и сама пицца как в пиццерии. Но не надо забывать, что для начинки я взяла качественные хорошие ингредиенты, вкусный соус и вкусный сыр моцареллу. Цена, я считаю, для данной муки все-таки 200 рублей за килограмм немного завышена. Результат мне понравился, а вам? Напишите об этом в комментариях. А также, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А я желаю вам удачных экспериментов на кухне, хорошего дня и отличного настроения. До новых встреч! Пока-пока!